День добрый, это программа «Ключи Захара». С вами я, Захар Прилепин, и мои товарищи и соведущие Алексей Колобродов, Всем доброго. литературовед и филолог, и той же профессии Олег Демидов. Всем привет. Сегодня говорим о Владимире Семеновиче Высоцком. Татьянин день, январь его месяц, и разговор о Высоцком может быть совершенно бесконечен в силу самых разных его апостасий, самой удивительной его биографии, но мы по большей части будем говорить о Высоцком как о литераторе, потому что споры о Высоцком, особенно споры в интеллектуальной среде о Высоцком и его месте в иерархии русской советской литературы и литературы современной, споры не утихают. Зачастую они не доходят до широких масс, что называется, но тогда, когда доходят, люди, посмевшие посягнуть на статус Высоцкого, на всю жизнь получают клеймо завистников. Одна из этих историй, конечно же, связана с фигурой крупнейшего русского поэта, советского поэта Станислава Юрьевича Куняева, большого деятеля, большого патриота, мемуариста, автора блистательной книги «Поэзия. Судьба России», многолетнего редактора нашего «Современника», ну и вообще человека, державшего русский фронт многие десятилетия, начиная с 91 года. То есть противостоявшего едва ли не в одиночку, по крайней мере, в компании с другими литераторами, такими как Проханов Александр Ильич и Эдуард Иванович Лимонов, противостоявшего огромному либеральному лобби. Вот. И тем не менее, за то, что в свое время Станислав Юрьевич Куняев рискнул усомниться в огромности поэта Булата Шавловича Окуджавы и в огромности дара Владимира Семеновича Высоцкого, претензии к нему уже многие десятилетия я наблюдаю периодически там в самых разных социальных сетях, особенно люди старшего поколения, заставшие вот эти статьи, вот эти выступления Куняева, они ему простить не могут до сих пор. Вот Куняев, вот завистник, вот. При том, что, я еще раз повторяю, конечно же, Куняев очень серьезный не только поэт и мемуарист, но и литературный критик. И вот сейчас выходит одна за другой его книги. Он жив и здравствует, несмотря на то, что он 33-го года рождения, ему за 90 лет, при этом здравомыслящий, трезвый, ясный человек. Выходят его книги, его литературной критики. Я поражаюсь, конечно, точности его формулировок, точности подхода, вообще блистательной его филологической форме. Тем не менее, вот случай Куняев и Высоцкий, и случай Высоцкий и неспровергатель Высоцкого в качестве прямого наследника Есенина и Пушкина мы сегодня будем обсуждать. Ваше мнение, ваша точка зрения, Алексей Колобродов. Я бы хотел для начала, чтобы ты поделился собственным опытом, потому что нашумевшая была в свое время программа «Уроки русского», посвященная Владимиру Семеновичу Высоцкому, после которой ты тоже свою долю вот этого вот разнообразного такого, как бы, ну, скажем, конфузливого и мягко неприятия своей точки зрения получил. Что это было такое? Как это все развивалось? Ну, смотри, наверное, стоит сказать, что после этой программы у меня полностью прекратились, не по моей причем вине, и не по моей инициативе, отношения с одним знаменитым режиссером, который экранизировал один мой знаменитый роман, с которым у нас были близкие товарищеские отношения. Он в бешенстве позвонил, вернее, написал смс-ку, что мне никогда этого не простит, хотя, на мой взгляд, программа была вполне выдержанная. То есть основная мысль, которую Леша все-таки решил, чтобы я первый все-таки высказывался и принял на себя этот удар. Основная мысль, которую я проговариваю, о том, что Высоцкий бард, Высоцкий певец, Высоцкий народная совесть – это то, что для меня сомнению не подлежит. Я вырос в семье, где был абсолютный культ Владимира Семеновича Высоцкого. Его песни, я вот родился, и они уже звучали во мне, вокруг меня, на бобинах, на катушках. И в какой-то момент своей жизни, я думаю, 85% песен Высоцкого мог продолжить с любого места. То есть я знал их все наизусть, слушал сам бесконечно, и он был одним из моих, что называется, воспитателей. Я специально помню,
даже такой случай, ходил на фильм «Стрелы Робин Гуда», уверенный в том, что там прозвучат его баллады о любви и баллады о борьбе, соответственно, да, а там их не было. Вот. Фильм с Хмельницким, а вышел он уже, соответственно, вышли эти песни в другом. Баллада о доблестном рыцаре Айвенго, тоже Да. с Хмельницким. Да, но в другом уже, да. То есть я помню, что я весь фильм просидел и не дождался этих песен, но был крайне огорчен. Я был тогда подростком, это был какой-нибудь год 87-й, допустим. Ну, вот такая была сильная любовь к Высоцкому, но со временем, познавая и читая русскую поэзию, узнавая ее все больше и влюбляясь в нее все серьезней, конечно же, я понимаю, что Высоцкий как поэт, вот в чистом виде, без примеси, Высоцкий как поэт не стоит и не может стоять в одном ряду с Блоком, с Есениным, с Маяковским, с Мандельштамом, и вот с этими, с Тютчевым и с Пушкиным. Потому что вот эти вот огульные, что Высоцкий – это Пушкин нашего времени, я читаю с утра до вечера в блогах, и я страдаю, конечно. Мне люди скажут, но не может народ ошибаться, он же поет его песни. Дело в том, что вот я всеми говорю, дорогие друзья, ну вот мы не так давно говорили о таком советском поэте Михаиле Исаковском. У него тоже беспрецедентное количество совершенно народных песен. То есть и «Летят перелетные птицы», и «Враги сожгли родную хату», и «Катюша», и многие-многие. А «Одинокую гармонь» забыли. Конечно, да. Или там Евгений Долматовский. Тоже там «Любимый город может спать спокойно», и так далее. Там, и есть поэты, которые не так сильно вложились, какой-нибудь там Агатов, написавший «Темную ночь». Но, Шаланды полные. Да, но дело в том, что песенное исполнение стихотворения наполняет его дополнительными смыслами, дополнительным весом. И за счет этого приподнимает значение автора текста. Отчасти и во многом с Высоцким, конечно, это произошло. Вот сейчас я не смогу этого сделать, потому что время нас ограничивает, но я могу вот наспор просто голосом Высоцкого прочитать стихи военные Ваншенкина, Винокурова, Гудзенко и сказать, что это стихи Высоцкого, если скажут «гениально! Захар, ты же видишь, Володя, он же гениален». Потому что я эту интонацию, так как он учился у поэтов-фронтовиков, я ее периодически наблюдаю. Интонацию не Высоцкого, а Высоцким подворованную этих поэтов. Взятую, в самом хорошем смысле взятую. И так как люди не знают фронтовой поэзии, они убеждены, что на самом деле 90%, я думаю, слушателей Высоцкого убеждены, что он вообще сам все это придумал. Вот всю эту фронтовую фактуру он создал как целый мир. Он действительно создал целый мир Высоцкого, но он создал его не с нуля. И в данном случае моя точка зрения – это не отрицание Высоцкого, а это печаль о том, что Высоцкий своей беспримерной и, конечно, во многом заслуженной славой заслонил целое поколение фронтовиков. Он их перекрыл целиком, и сейчас любой разговор о фронтовой поэзии тебе тут же говорит, да, Высоцкий, конечно, да, Высоцкий. Ребята, Сергей Орлов, Павел Шубин, упомянутый Иван-Шенкин, Винокуров, и Слуцкий, и Межеров, и Долматовский упомянутый, и так далее и тому подобное. Это огромная плеяда. Гудзенко, Майоров, погибший к тому же на войне. Мы просто не представляем, какой это огромный архипелаг, уникальный по силе воздействия и по филологической составляющей поэзии. И Высоцкий перекрывает все это. Это не претензия к Высоцкому даже. Это не претензия к Высоцкому. Это скорее печаль о том, что какие-то вещи, ставшие предметом массовой популярности, даже массового поклонения, перекрывают от нас огромное пространство русской национальной поэзии. Вот о чем я говорил тогда и говорю сейчас. Я, собственно, готов поддержать вот этот тезис по поводу, восприятия Высоцкого через призму русского литературоцентризма. Мне кажется, здесь проблема. Вот одна из проблем и его самого, и, собственно, вот этого непомерно в свое время разросшегося, сейчас, слава богу, идущего на спад культа. Потому что, конечно, изначально надо было Высоцкого оценивать по несколько иной жанровой и даже субкультурной шкале. Это, давайте прямо скажем, это наша первая и, может быть, единственная в своем роде до появления Егора Летова рок-звезда. Настоящая. Настоящая рок. Я не согласен с термином рок, но звезда. Пусть будет рок-звезда. Леша говорит, он знает, что он говорит. Да. Он практически начинал в то же время, что Джим Моррисон, Дженнис Джоплин, вот эти рано трагические, Джимми Хендрикс, рано ушедшие трагические, великолепные совершенно таланты.
Все остальное, темперамент, манера подачи, увлечение веществами, ранний уход, вот это вот совершеннейшая распахнутость жизни полностью нараспашку. Просто такого термина, как рок-звезда, как вообще восприятие автора через субкультуру, которую он представляет, не было. Вот. И мы вынуждены были оперировать как бы знакомыми определенными категориями: поэт, музыкант, актер и так далее. А это синтетический жанр, который нужно совершенно воспринимать как совершенно такую как бы синтетическую достаточно историю, которую, может быть, на какие-то отдельные истории, на какие-то отдельные жанры и категории не надо было разводить. По поводу Пушкина, безусловно. Но тут есть как бы такие две любопытные параллели. Вот об одной чуть попозже. Энциклопедия русской жизни. Не совсем даже. По энциклопедии тоже можно два слова сказать. Не совсем даже. Пушкин создал русский литературный язык. Ну, скажем, близкий аналог Маяковский создал язык, на котором говорила победившая революция, и вдохнул мощнейшую энергию в дальнейшем модернизационный рывок, который весь проходил под его лозунгами, под теми четкими, чеканными формулировками, которые он придумал. Вот. Высоцкий, история другая, не настолько позитивная, но это человек, который придумал страну, которая, собственно, после его смерти не преминула и возникнуть. То есть это перестроечная, постперестроечная Россия и Россия 90-х. Она была построена вот ровно его персонажами, ровно вот этой вот межеумочностью, вот этой вот синкретичностью, вот этой некритичностью и к действительности, и к самому себе. То есть тут как бы вот эта пушкинская история в сниженном, безусловно, варианте. Ты имеешь в виду такие вещи, как разговоры перед телевизором, вот эти... Да, демиургические такие варианты, да, как бы они присутствуют у Высоцкого, безусловно. Вот. А вообще проблема еще одна есть, и она очень большая. Странным образом Владимир Семенович Высоцкий отрицает один из, посмертный Высоцкий, да, отрицает все, что вокруг него вот случилось за все эти прошедшие с 80-го года годы, десятилетия уже, отрицает один из ключевых законов диалектики о переходе количества в качество. Он неосмыслен почему-то. Почему-то огромное количество мемуаристики, совершенно не соответствующее просто даже сроку жизни просто. Не может столько мемуаров быть о человеке, который 40 лет прожил. Правда. И причем большую жизнь, в общем, как бы все-таки работал, судя по продукту, который был произведен, а не мотался по стране, не пьянствовал, не общался с своими бесчисленными совершенно друзьями, не высказывал им какие-то совершенно невероятные там телеги о жизни, о Боге, о себе. Вот. Которые они выдумали в мемуарах. Да. Огромное совершенно количество, и слава богу, что оно есть, специфического исследования отдельных песен, концертной библиографии, всего этого бездна и масса. И когда несколько лет назад Быков и Кохановский выпустили довольно расхристанный том мемуаристики о Высоцком, уже известный к тому времени всем, кто более-менее в теме. Быков иноагент. Тот самый. Да, Дмитрий Львович иноагент, да, вынуждены мы это сказать. Вот. И проблема-то не в том была, что они это собрали где-то по перестроечной прессе и выпустили. Проблема в том, что они заявили громкую претензию, что такого еще не было. Я тогда написал рецензию, ребята, помилуйте, не демонстрируйте свою дремучую косматую некомпетентность. Одних сайтов, очень профессиональных, посвященных Высоцкому, десятки. Там трудятся люди, которые исследуют досконально совершенно какие-то параллельные абсолютно сюжеты Высоцкий в Норильске. Вот такого-то числа, такого-то дня. И полностью эта хроника дана, вплоть до минут. Высоцкий и Анна Ахматова. Бьются люди, встречались или не встречались. Да? Все знают, что Ахматова очень любила ранние песенки Высоцкого, но встречались ли лично, вокруг этого целые войны идут. Свидетельства приводятся и с той, и с другой стороны. То есть люди серьезно занимаются. Это правда. Я уж не говорю о книгах, да, тоже бесконечное количество, тоже не всегда хорошего качества, но тоже доходящее
даже в попсовом варианте Высоцкий и его женщины, не обязательно женщины, с которыми он там жил, жены, подруги и так далее, а просто партнерши по сцене. И вот, кто это были такие, это все достаточно любопытно. 100 друзей, 100 врагов, тоже достаточно любопытно. Это попсовая литература. Но люди занимаются, в отличие от вас, которые просто собрали вот, и претендуете, что это вот все. Но проблема-то, опять же, в другом. Нет осмысления. Нет осмысления этого феномена. Поэтому я хотел бы вот сейчас, как бы вас послушав, обозначить несколько небольших как бы сюжетов, которые своего осмысления, конечно, требуют. Что у вашего поколения, Олег? Я как раз хотел со Вашего своего поколения начать, потому Высоцким. что вы значительно постарше, и Значительно. мое поколение, как мне кажется, не очень его воспринимает. Да? Я, готовясь к этой передаче, пытался понять, почему так происходит. Во-первых, Высоцкий не поэт. Как бы его ни пытались окрестить поэтом, какие бы ни были тренды в современном мире, когда Боба Дилана награждают Нобелевской премией, Михаила Гильзарова, нашего любимого, награждают поэтической Григорьевской А премией. любопытно, что Высоцкий вполне мог дожить, кстати, вот, до рождения себя, ну уж как минимум Григорьевской. Борис Гребенщиков получил в свое время премию «Поэт», как выяснилось недавно. Юрий Шевчук тоже получил премию «Поэт» от Союза писателей России и так далее, так далее. Но это не поэзия. Если поставить Высоцкого в один ряд с его современниками, Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Генрих Сабгир, Игорь Холин, Евгений Крапивницкий и бесчисленное количество этих... евреев назвался. Высоцкий сам еврей, скажу я в ответ. Да. Он не выдерживает сравнения. Вот Ну, слушай, ну я тебе могу подожди. знаменитой фразой Бродского: лучшему поэту, как в России, так и вне ее. Я, дайте на секунду прерву все-таки. Вот. И я очень часто слышу это апелляцию к Бродскому, потому что Бродский, даже люди, которые Бродского терпеть не могут, если слышат критику Высоцкого, говорят, а Бродский говорил, что у Высоцкого феноменальные рифмы, а Бродский сказал, что Высоцкий... Я думаю, что в известном смысле, зная биографию Бродского, конечно, это был такой вот жест, может быть, даже немножко в пику нелюбимому Бродскому, Евтушенко, Вознесенскому, Ахмадуллиной, первому поэту. Я читаю про них двух лекцию, про какие-то сближения, и всегда этот сюжет, конечно, я специально это Олегу подкинул. Конечно. Я прекрасно его сам разбираю. Потом мы все-таки люди все профессиональные, мы прекрасно понимаем, что, конечно, у Высоцкого есть хорошие рифмы, но он никакой не феноменальный рифмовщик. И Бродский, бросил это однажды. Но Бродский прожил целую жизнь, ничего никогда не говоря о Высоцком. Для Бродского другие поэты являются абсолютами. Это Мандельштам, Пастернак, Ахматова и Цветаева. Высоцкий в его картине мира не занимал никакого места. Он однажды это произнес, и теперь таскают туда-сюда эту цитату, что Бродский однажды похвалил. Ну, похвалил. Он имел на это сугубо свои... По-человечески он ему, конечно, нравится. Ну, конечно, да. Но в целом он как бы Бродский похвалил Высоцкого. Высоцкий народный, я Бродский не народный. Но мы нас занимаем вот это вот, как бы, вот эти вершины. Он как бы для масс, а я для интеллектуалов. Но это не имеет к гамбургскому счету никакого отношения. Никогда Бродский всерьез Высоцкого не воспринимал как человека, занимающегося поэзией, рядом с ним, вместе с ним, одномоментно с ним и на одном уровне с ним. Вернемся к вопросу поэзии. Я жалею, сказал Бродский, что он не писал стихов. В этом такой хитрый ход. Вот. Это хитрый ход. Очень Бродский, очень хитрый. Да. А единственная публикация Высоцкого со стихами, ну опять как бы со стихами, на самом деле это песня, это журнал «Метрополь» «Альманах» 1979 года. Одно стихотворение было написано в Дне поэзии на братских Из могилах. дорожного дневника очень Да, хорошее. да. Они не на братских могилах? По-моему, на братских. Нет, из дорожного дневника, которое именно стихотворение, не поющееся. Но 1979 год, год до смерти, да, альманах отпечатан в Москве и в Америке, в Энн-Арборе, известными американскими славистами Карлом Профером и Эллен Дэй Профер Тисли, которые вытащили в Америку Бродского, которые печатали у себя там Булгакова, Зощенко, Бабеля, Набокова при жизни печатали, да, то есть сделали очень много для русской литературы. Они издали первый сборник стихов Лимонова «Русское», да, и то есть вот люди, которые, наверное, могли бы ценить Высоцкого, они почему-то его отдельно не издали. Только вот в «Альманахе» одна публикация. Потом очень печально с его поэзией в принципе обстоит. Они «Альманах» Ну, кстати, любопытный момент. Извини, пожалуйста, это правда. Вот я никогда в голову, Олег, спасибо, тебе в голову не приходило, что, несмотря на обескураживающую популярность Высоцкого, ее не издали за границей. на Западе не хлоп. Ну, как бы, да, взяли бы. То есть им в голову не пришло, русистам и филологам, что надо издать Высоцкого. Им не пришло в голову. Хотя они очень любили Россию, слушали Высоцкого, но им было
откроем секрет для наших слушателей. Возможно, им было понятно, что это и не стоит того, чтобы это издавать в качестве книги стихов. Да, Сашу Скалова издавали, Лимонова издавали, Андрея Битова издавали, Фазилия Искандера издавали, а Высоцкого нет. Нет, это были люди, бы не дал. которые адекватно понимали, что лучший его способ существования тот способ, в котором он существовал. Абсолютно. Когда он поет сам себя. Да, когда он поет сам себя. Извините, Олег, мы вас перебиваем все время. Да. Высоцкий не поэт, Высоцкий не бард, потому что настоящие барды – это Юлий Ким, это Алик Мирзоян, это многие-многие А почему другие. не Барт-то? Объясни, я не понял. Потому что он почему не Барт? За что? выделяется из этого. Чтобы быть бардом, советским бардом, надо, я не знаю, не просто ходить в туристические походы, а в геолого-разведывательные экспедиции, мочить слушай, ноги ну, в это реках, претензия сидеть у очень костра условная, и так далее, очень так условная. далее. То есть он не стал таким же средним. От ума. Не стал таким же средним. Посещать как- Грушинский фестиваль Да ладно, постоянно. хорошо, он Барт. Он тот человек, который сочинял песни и пел их там. И в этом смысле он и существует. Чего не Он Барт? сам не любил слово «бард», но это тоже ни о чем не говорит. Да-да. Ну, не любил. Конечно, он себя Это считал слово поэтом, ему, это конечно, не нравилось. подходит. Хорошо. И Высоцкий, извините меня, не актер. В том понимании, что есть определенный тип актеров, который идет, может быть, от Фаины Раневской. Она сама в этом признавалась, что когда она выходит на театральную сцену, она никогда не играет. Она просто заучивает текст и дает текст, как она, Фаина Раневская. Да? Точно так же Высоцкий, который появляется у театральной рампы, который появляется на телеэкранах, это просто Владимир Семенович Высоцкий. Кем Это бы как правда, бы его ни это называли. правда, это правда. И в этом плане Высоцкий... Все-таки, если говорить там плохой, хороший человек, это роль. Все-таки это роль плохой, хороший человек. Это не Высоцкий там, да. Да и даже Жеглов, даже классические роли, или опасные гастроли, это спорно. Хотя я мысль понятна. Мысль понятна. Я думаю, что люди, которые нам оппонируют, они, конечно же, скажут, что Смоктуновский или Янковский все-таки большие артисты, чем Высоцкий. Вот Конечно, даже люди, которые конечно. кидаются на любое плохое слово о Высоцком или недостаточно уважительное, которые кричат, что он гений, как Пушкин, даже они соглашаются, что, артист может быть, но поэт это точно самое главное. Продолжай. Вот. И в этом плане он, в первую очередь, как мы говорили несколько передач назад, артист. Да? Артист. А По-английски. человек, По-латыни. который предполагает всегда какое-то действие, всегда какой-то перформанс, всегда явление себя. Когда Маяковский писал «мне меня мало», да, вот Высоцкий точно так же может сказать «мне меня мало, мне необходимо все больше себя являть миру и всячески себя утверждать». Олег, ты все-таки крайне строго подходишь. Я понимаю, что ты своим монологом нажил вот сейчас уже огромное количество недоброжелателей, тебе все равно. Вот, и ты некоторые вещи осмысленно обострил. Потому что, знаешь, это по какому мы счету измеряем вообще, что он не Барт, потому что он туда и туда не съездил. Но и артистов даже того уровня, как Высоцкий, у нас не так много. Несмотря на то, что он играл там сам себя. Да мало ли артистов играют сами себя. Какой-нибудь там Микки Рук всю жизнь играет сам себя и при этом является великим актером. Что Высоцкий не поэт, тоже очень огульно однозначное высказывание, потому что, конечно, ряд его текстов, не положенных на музыку, их вполне себе можно читать, и там есть свои известные достоинства, тот же самый «Дорожный дневник», та же самая поэма о космосе, да, не помню, как она называется, какие-то вещи, которые я читал у Высоцкого, то есть, да, это крепкая, достаточно такая хорошая, советская, на самом деле, в самом высоком смысле поэзия. Вот, и если бы Высоцкий сам себя не пел, я уверяю, что 99% его неистовых поклонников не знали бы и не ведали о гениальности Высоцкого. Они просто бы не добрались до этих текстов. Тут согласен. Именно его фактура, именно его подача, именно его жизнь, его биография, его женщины, его фильмы. Да, он создал вот этот огромный, замечательный, восхитительный образ очень свободного человека в контексте Советского Союза. Это тоже очень важно все-таки помнить, потому что говорят о Высоцком, и он и такой, и сякой, и такое пел, и правду кричал. Но при этом, давайте мы сами себе скажем, он был реально супер популярный человек в контексте Советского Союза, где якобы все было цензурировано. У него был второй «Мерседес», а первый был у Брежнева, да? Он снимался каждый год по фильму, он играл в самом главном популярном театре страны, где стояла очередь отсюда и до заката, да, и песни звучали в фильмах, песни звучали по радио, маленькие пластинки выходили, да, не публиковали стихов в газетах и журналах.
вовсе не по причине зависти тотальной, абсолютной к Владимиру Семеновичу Высоцкому, вовсе не по причине того, что Высоцкий какую-то правду мог рассказать, но его как бы пытались задвинуть. Не по этой причине, потому что вот так вот получилось, тут мы за это не несем никакой ответственности, но он не проходил профессиональный отбор поэтов, как правило, участников Великой Отечественной войны, в том числе Николая Старшинова, которого был недавно юбилей. О Высоцком продолжим говорить после рекламы через несколько минут на радио «Спутник». День добрый, это программа «Ключи Захара». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи Алексей Колобродов и Олег Демидов. И мы продолжаем сложный разговор о Владимире Семеновиче Высоцком. Все, кто успели уже впасть в раздражение, неистовство от того, что мы недостаточно уважительно говорили о Высоцком, оставайтесь с нами, мы постараемся исправиться. Алексей Колобродов. По поводу актера, я бы назвал Высоцкого гениальным совершенно актером, но не в смысле сцены и кино. Высоцкий, к мысли, который уже подошел Захар, совершенно гениально сыграл русского человека своего времени, и не только своего, как бы и прошлого, и немножко предвосхитив будущее, в самых разных, самых различных его ипостасях. А это, ребята, стоит дорогого. Вот это народ любит и ценит. Ты имеешь в виду все-таки его песни, да? Да, конечно. Сыграл русского человека в самых разных... Русского человека, воина, труженика... Геолога, уголовника, спортсмена. Обывателя, спортсмена. Да, это... То есть в песнях он больше артист, чем даже в кино. Вот, я об этом, да. Он гениально сыграл русского человека в песнях. Да, а сценически, тут можно, да, хороший, крепкий, средний актер, безусловно. И Жигловская роль замечательная, плохой, хороший человек. Великолепный. Дон Гуан очень интересный, вот, при том, что спорная постановка Швейцара. Но опять-таки все может... Все дело в том, что разные поколения пытаются разобрать эту ситуацию, поэтому возникает такой немножечко сложный, но честный диалог. Да? Вернемся к поэзии. Единственный сборник Высоцкого, вышедший сразу после его смерти в 1981 году, называется «Нерв». Единственное в СССР, ты имеешь в виду? Да, и то вышел он впервые в Америке, уже не в Ан Арборе, а в каком-то другом. Нет, СССР тоже не единственный, потому что начиная с 1987 года издавали бесконечно. Конечно, но это что первый в СССР. Это не единственный, а первый в СССР. Первый. Да. А редактировал его никто иной, как Роберт Рождественский. Да. И позволял себе, предисловие. как поэт, опять-таки, давайте будем честны, не самый интересный, не самый лучший советский поэт, даже вот если брать этих поэтов-эстрадников, как говорила Ахматова, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадуллина, он даже на их фоне теряется. А Рождественский брал и редактировал стихи и песни Высоцкого. Вот. Делал только хуже, естественно, но никуда от этого не деться. И первый сборничек тиражом в 50 тысяч экземпляров, говорят, народ даже не увидел, потому что все по всяким парткомам, по партийным людям абсолютно разлетелось. рвали, просто рвали. Сегодня это бешеный какой-то раритет, который свободно не купишь даже у букинистов. Да, допечатывался несколько раз. Говорили, что печатали по-черному, втихую, чтобы хоть как-то своим людям, семьям все это передать. Да? И тоже удивительная судьба, потому что было несколько редакций этого сборника. Помимо Рождественского, кто-то еще прикладывал руку к нему. Вот. И это очень многое, по-моему, говорит о текстах Высоцкого. Их можно править, их можно докручивать, с ними можно много что вытворять. Нет, я тебе, как человек неплохо знающий текстологию, могу сказать, что проблема там одна. Рождественский отобрал далеко не лучшие тексты, но тут как бы условия тогдашней политической ситуации, прямо скажем, советской цензуры. То есть умерший Высоцкий уже мог претендовать на то, чтобы быть изданным в бумажном виде, но отнюдь не в лучших своих проявлениях. Вот и вся редактура. Рождественский бы там был, Евтушенко, Давид Самойлов, Александр Межеров, который, кстати, очень считал действительно Высоцкого большим поэтом, а Межеров тоже немалая величина. Ну, бог с ним. Вот. Это проблема на самом деле одна. Они отбирали далеко не лучшие тексты, которые,
соответствовали некой критериям стихотворности в классическом, в их понимании, прямо скажем, и которые были, ну, как им казалось, наименее острыми. Вот и все. Никто с текстами, никто в них не залазил. Ну, там ума бы ни у кого не хватило. Вернее, ума хватило, а просто, ну, совести ни у кого не хватило. Да и просто это не было принято. И вообще, Олег, честно говоря, это не показатель значимости Высоцкого. Редактировал Рождественский или нет, это к Высоцкому не имеет никакого отношения. Если измерять Высоцкого, то точно не редактурой Рождественского и не тем основанием, что он позволял себе его редактировать. Но надо какие-то другие общие литературные критерии к этому применять. И вот если ты говоришь о вашем поколении, я вот другой довод привел бы на твоем месте, но приведу его я. Мне попадалась такая на глаза антология, я ее даже купил, «Живые поэты» она называется. Там собрано порядка там... Современная антология, современной поэзии. Совершенно верно. Современная антология современной поэзии. Там 120 поэтов, допустим, там, современных. И из них там серьезная часть значимых имен, знаменитых имен, главных имен. И там везде у каждого небольшая автобиография и список их любимых авторов. Так вот, я просмотрел их все. Там только один человек из этих там 120, условно говоря, или из 100 назвал имя Высоцкого. Потому что, как правило, никакой, вот тоже секрет для наших слушателей и зрителей, никакой серьезный поэт, конечно, не апеллирует к Владимиру Семеновичу Высоцкому, потому что с точки зрения, собственно говоря, поэтики, поэту, серьезному, претендующему на некие вершины, учиться нечему там. То есть у Высоцкого можно учиться там подаче, я не знаю, фактуре, еще каким-то вещам вот такого жизненного толка. Просто хочется быть похожим на Высоцкого. Он же смелый, бесстрашный. Если кто-то там ему хамил, бил тут же в лицо. Не боялся ни черта, никого. Ну, то есть, отличный он мужик, золотой. Но с точки зрения вот поэтической фактуры, там вот нет того, что есть в Блоке, в Есенине, в Пушкине, в Лермонтове, в Маяковском, Мандельштаме. Там вот этого виноградного мяса стиха, находок, каких-то исключительных вещей, которые свойственны только для него. А мне скажут, ну а как же вот эти вот его образы спортсменов, уголовников и всего остального, и всего прочего? Это, конечно же, больше имеет отношение в самом лучшем смысле слова к эстраде. Он мог... Характеры. Он мог подавать эти характеры через какие-то вещи. Это вообще характерно для вот этого позднесоветского, вот это слово мы все не любим, но опять его произнесем, нарратива культурного. Потому что отчасти это даже не история Акуджавы, не история Галича, хотя к ним близкая. Может быть, история Леонида Филатова. Вот этих вот как бы вещей, когда артист отлично сочиняет рифму, так как был уже крайне высокий уровень образования был в советские времена, там современный артист Петров, дай бог ему здоровья, со своими графоманскими виршами, был невозможен. Там Гафт, там Филатов, там люди, которые играли в кино, позволяли себе работать на предельно высоком уровне стиха. И это не заставляет нас называть Гафта, Филатова и Галича великими поэтами. Но, тем не менее, они тоже умели это делать. Дать характер, дать эпиграмму, дать комическую ситуацию, дать еще какие-то вещи. То есть, если помещаешь Высоцкого в этот контекст, то все нормально, все становится на свои места. Это не Пушкин, Лермонтов, Есенин, Высоцкий, а это тоже очень интересный и очень важный ряд. Отчасти, да, Вертинский, отчасти Галич, отчасти Акуджава. Вот Высоцкий, это его генеалогия. Он, собственно, он хотел всего лишь на каких-то равных, там, средних основаниях войти в этот ряд больших взрослых поэтов. Он даже сам про себя не говорил, что он гений, что он великий поэт. Если бы Высоцкому сегодня бы сказали, что вы, Владимир Семенович, больше, чем Гудзенко, больше, чем Майоров, больше, чем там Слуцкий и Самойлов, он бы за это тоже мог бы там махнуть по лицу, сказать, ты что, сука, ты что, сдурел ты? Ну, как бы, как ты смеешь вообще такие вещи говорить? Но я недавно прочитал такой довод. Знаешь, Захар, как в свое время Лермонтов написал о Бородино лучшее стихотворение, хотя там не был, как Толстой написал про войну 12 года, хотя там не был, так и Высоцкий стал лучшим после войны, потому что вот он лучший. Я говорю, вы такое пишете просто потому, что вы не знаете фронтовой поэзии. Вы не знаете, и это позволяет вам эти огульные вещи, унижающие, на самом деле, самого Высоцкого произносить. Никто не хочет оскорбить Высоцкого. Ради бога, понимаете, контекст огромной войны, давшей огромную великую литературу, и в данном случае великую поэзию. И еще одна вещь. Ну, вот как бы Высоцкий, гений, но при этом, вот Высоцкий не пел свою прозу,
мы не можем его послушать. И поэтому никто не говорит, что Высоцкий гений и в прозе тоже. Потому что все тут же неожиданно оценивают ее очень трезво. Потому что ее же невозможно послушать, чтобы он ее напел. Поэтому читают роман о девочках, читают Дельфины и психи. лагерная, это диалогия, первую часть, которая... «Черная свеча». Да, «Черную свечу». Ну, не Шаламов. Там тоже характер, Да, там да. тоже характер, остроумие, да. Да, там- все там есть. Там есть высоцкая энергия. Но понятно, что это не Валентин Григорьевич Распутин, да? Ну ясно же, да. Ну, а вот как только запоет, сразу нет, а тут гений. Тут гений. Вот это вот... Включается вот эта синкретическая актерская составляющая, темперамент, эмоция. Вот то, о чем я начинал говорить. Конечно. И И буквально слава богу, что она бывает есть у него. Слава богу, что есть такой Высоцкий. Мы Конечно. все его обожаем. Это огромное счастье иметь Высоцкого, как вот гордятся названным Джим Моррисон, там, да, кто угодно, вот эти огромные величины. Курт Кобейн, да. Курт Кобейн. У нас есть Высоцкий, мы счастливы этим, но надо правильную нишу помещать и нисколько не унижающую, еще раз повторяю, самого Высоцкого. Дело в том, что у Владимира Семеновича Высоцкого действительно есть не просто ряд настоящих стихов, а есть ряд классических стихов. И в первую очередь, на мой взгляд, может быть, Алексей скажет чуть иначе, найдет другие примеры, на мой взгляд, это «Райские яблоки». Это безупречно сделанное стихотворение, очень глубокое, очень точно срифмованное, очень точно продуманное, трагическое. Может быть, отчасти «Купола российские», а может быть, отчасти «Баллада о детстве». Но баллада о борьбе, конечно. «Баллада о борьбе». Но вот эти вот последние 70-х годов вещи. Но вот что знаменательно в случае Высоцкого, что мне хотелось бы проговорить для тех людей, которые настаивают на его поэтическом даре. Дело в том, что Высоцкий сам прекрасно понимал, что такая вещь, как припев, ломает стихотворение и ломает зрительное восприятие стихотворения. В сущности, он, когда сочинял свои песни, не предполагал, как мне кажется, их печатную публикацию, потому что, конечно, ни в каких стихах никаких припевов не существует. Это сбой ритма, на который ни один поэт никогда не пойдет без специальной на то цели. У Высоцкого это просто диктует мелодию, он поет куплет, потом поет припев, который, как правило, длиннее строчки, который повторяется несколько раз и который не дает возможности воспринять это стихотворение как цельное, как яблоко, да, и в этом смысле, я еще раз говорю, сам Высоцкий предполагал, что его стихи – это стихи, а его песни – это песни. Мне так кажется, Алексей. Да, замечательно, кстати, про «Райские яблоки», а ведь тут ключ. Вот ключ ровно к тому, о чем ты говоришь, потому что песня неизвестна нам в каноническом окончательном варианте, он все время ее меняет, он все время пробует какие-то новые времена, он даже сюжет пытается изменить, он пытается изменить даже внутреннее свое к происходящему отношение. И смотри, там абсолютно гениальная экспозиция, а когда начинает разворачиваться действие, идет уже ослабление инерции некая, да? Некая инерция повествовательная начинается. Но это не делает этот текст и эту песню менее гениальной. На самом деле она действительно некое его завещание нам, которое еще предстоит, над которым еще предстоит думать и разгадывать его. Или вот еще одна интересная вещь в случае Владимира Семеновича Высоцкого. Как раз о литературном контексте, в который его пытаются поместить, и как сам он себя в этом контексте чувствовал. Вот смотрите, Высоцкий и война, там, Высоцкий и уголовная среда, Высоцкий и кинематограф, Высоцкий и старатели, там, огромное количество самых разных тем. Высоцкий и советский труд как таковой, тоже огромная тема, любые профессии там, да, и при этом возьмите тему Высоцкий и литературы, за исключением одного стихотворения о датах там, и... О 37. Откровенно слабо. Да, не самое сильное. Вот помимо этого стихотворения, на мой взгляд, может быть, я что-то забыл такое, Высоцкий крайне мало осмыслял себя в контексте именно российской словесности. То есть, мы понимаем, как важна была эта тема для Есенина, который Есенин и Пушкин, Есенин и Лермонтов, переклички, Есенин и ругань с Маяковским. Там, это все в поэзии. Пушкин так вообще общается со всем своим литературным кругом. Там, да. Маяковский общается со всем литературным кругом. Блок оппонирует или соглашается с Брюсовым, с Белым и так далее. Высоцкий в этом контексте, мыслит ли он себя полноправным участником того, что называется литпроцессом? Общается ли он с Вознесенским? Апеллирует ли он к Бахрицкому или к Мандельштаму? Ну и так далее. Ты много знаешь таких? Нет, это очень интересно. Вот любопытнейшее замечание. При этом
четкое совершенно осознание фольклорных корней, ведь знаменитая «Банька по белому» и весь банный цикл в чем-то, да, он же, собственно, прямая апелляция по диким степям Забайкалья и всей этой каторжанской вот сибирской лирики, не на пустом, совершенно правильно, не на пустом месте возникшая. Или менее известный поздний цикл, очень, очень яркий, «Ошибка вышла». Вот. Это как бы некая полемика с диссидентским, с вот этой мифом, или не мифом, а карательной психиатрией на самом деле. То есть с политическим каким-то контекстом. Да, безусловно. Вот. Такого как бы достаточно много. Много скрытых цитат, много каких-то аллюзий. А прямого участия в разговоре с поэтами о поэтах для поэтов, это как бы вот совершенно... Я неожиданно вспомнил. Только это касается не поэтов. Наверное, с точки зрения биографической, с кем-то он там общался, да? Мы про поэзию. Это без вопросов. Но если говорить про его тексты, да, вспоминается один текст, но он не про поэта, а про прозаика. Стихотворение «На смерть Шукшина». Ну, это понятно, но это другое все-таки. Это другое. Как бы он свою судьбу сравнивает с его судьбой, предчувствует смерти, и он откликается на это. Но это, я еще раз говорю... Это стихотворный некролог. Да. Вот то, о чем мы сейчас сказали, возможно, мы предположим, возможно, это внутреннее понимание роли Высоцкого и места Высоцкого в этих иерархиях. На самом деле он трезво, спокойно оценивал свой поэтический дар и понимал, что за панибрата общаться с Есениным, с Пушкиным и с Лермонтовым и с фронтовыми поэтами он не имеет по уровню дара права. Он смотрел на них снизу вверх, совершенно спокойно, выдержанно, с высоцким достоинством, зная их место и свое место. Это очень важно в случае Высоцкого, имевшего, конечно же, безупречный человеческий вкус. Безупречный вкус к жесту, к поведенческому, к пацанскому, к иерархиям, ко всему этому. У него был безупречный вкус, и это именно породило вот это нежелание осмысленно, нежелание не сокращать между собой и кем бы то ни было расстояние. То, что мог себе позволить запросто Сергей Александрович Есенин, и даже то, что мог позволить Бродский, хваливший Высоцкого, он себе не мог позволить именно в силу трезвой оценки себя самого. Я вспомнил. Но сейчас это как раз все опровергнешь. Нет, это как раз добавляет. Да, были эти диалоги, скорее театрально-киношного свойства, но в песнях, предназначенных к юбилеям коллег, для капустников. Это то, что я говорил про Гафта, про Филатова. Да, не предполагал совершенно выносить на широкую публику, там совершенно замечательно про любимого же, да, ах, как тебе родиться подфартило почти одновременно со страной. Скажи еще спасибо. В 16 лет читал ты речь Олеши, в 23-й год 37-й, ну и так. Ну понятно, но это все-таки про Николай Робертович, ну да. Понятно, про режиссера, все ясно. Не совсем то, но тоже в сущности подтверждает сказанное мной. Вот это абсолютно, с чего я начинал. И два сюжетика коротких, просто любопытных, на мой взгляд. Это имеет отношение к тому осмыслению, о котором я говорил. Потому что проблема в том, что я представляю себе со всей разницей масштабов, что Достоевский в 1880 году выходит и вместо пушкинской речи, которая постулирует место Пушкина как национального гения, мирового гения, как создателя мира, в котором мы сейчас живем, как пророческое явление русского духа, он рассказывает сначала байки о том, как при Николае Палкине они все страдали ужасно, в общем, а потом лицейских старичков, чтобы они рассказывали какие-то байки там об Александре Сергеевиче в лицее. Со всей соразмерностью масштабов я говорю, что вся высоцкая мемуаристика продолжает это место осмысления. Просто для осмысления. И эти ранние песенки блатного цикла, городского романса, как угодно их назови, самое любопытное, что они никак не взаимодействуют вообще с позднее непомерно и подчас безобразно разросшимся явлением, которое лапидарно называется русским шансоном. Это разные материки абсолютно. Это разные материки. Даже когда попытались Высоцкого положить на эти шансонные мотивчики, все равно понятно, что это не работает. Это что-то другое. Это близко к гангстер-рэпу. Это характеры, это ситуация, это сценки, это агрессия, это мимолетные какие-то наблюдения за окружающим. То, что если бы наши рэперы осмыслили, они бы поняли, от кого они на самом деле в том числе. Ну, на самом деле и бледные Типси-Тип, они напрямую проводят свою генеалогию. Да. Я просто к тому, что это любопытно.
Потому что когда нам на радио там русский шансон заряжают Владимир Семенович, мы все понимаем, что это другое. Это просто немыслимо. Там то же самое, что Мусоргского включить, потому что он народный. Имеет такую фамилию. Да. Очень смешно, да. Вот. И второе, по поводу военного корпуса военных песен. Что я в свое время обнаружил? Во-первых, по энциклопедию русской жизни. А вот эта энциклопедия русской жизни ни разу осмысленно не воспела гражданскую войну. Да, это Казалось интересно, бы. да. Казалось бы, да, есть там какие-то эпизодические театральная роль, разлетелась и корона, белый офицер. Ну, не белый, это момент революции. Вот. Где-то есть кинороли, ну, которые мы к творчеству не... Деревянные мундиры. Да. Которые деревянный костюм могли быть Деревянный спеты костюм. кем угодно, Да. в какое угодно время. Если приметой времени считать папиросу, ну, извините. Да. Да. Можно было спеть и в ЧК ее, Конечно. и во Врангелевской Конечно. контрразведке, и где И отчасти угодно. это он имел в виду. Да, Скрывать не станем. где угодно, да. Вот, больше гражданской войны нет. Но когда он пишет о Великой Отечественной войне, он тоже не касается недовоеванной гражданской. Абсолютно. У него нет полицаев. У него нет партизан, как ни странно. Хотя как бы он снимался на Беларусьфильме, дружил с Виктором Туровым, режиссером, у которого отца партизана повесили немцы на глазах у пацана, у этого Виктора. Вот. Нет СМЕРШа. Нет, ну, то есть вот власовцев нет. Ленинградская блокада очень глухо упомянута в том же раннем цикле. То есть вот о чем я говорю, что он, этот монолит народа и власти, соединившихся, опять же, в некой симфонии для противостояния огромному, страшному внешнему врагу, который грозит самой потерей просто государственности и просто народа, он это очень интуитивно, наверное, четко осознал. Вот это вот очень важный для сегодняшнего времени, мне кажется, урок. Прокомментируй, будь добр. Нет, я считаю, что вот эти слова, которые Высоцкий произнес на Западе, что у меня огромное количество претензий к своему отечеству, но обсуждать я буду их не с вами, что они предельно искренни. И известный вот это вот ответ на опросник, на анкету, по-моему, таганскую как раз Высоцкого, где он в числе любимой песни называет «Вставай, страна огромная». «Вставай, страна огромная», да, Александрова, главной исторической личностью называет Ленина, и потом проходит какое-то время, и он, по-моему, в 70-е уже годы говорит, что я на все вопросы ответил бы точно так же. Конечно же, находят в биографии Высоцкого, находят бесконечные мемуаристы, о которых ты говорил, разнообразные претензии и наезды Высоцкого на советскую власть, на ее вождей, но это, на самом деле, мы, взрослые люди, мы понимаем, что мы всегда где-то что-то произносим. Я считаю, еще раз повторяю, что Высоцкий, конечно же, огромная советская величина, который работал и будет всегда работать на оправдание той огромной и сложной машины кинематографической, театральной, песенной и вообще человеческой. Он показывает, на самом деле, ту форму свободы, которая, возможно, была в Советском Союзе, и которая, возможно, бы и каким-то образом проявилась и была на всю Россию распространена, если бы не распад 91 года. То есть Высоцкий показывал, что советский человек способен к независимости в самом широком ее смысле. И на самом деле, конечно, не только он один ее демонстрировал, просто в нем это сфокусировалось. И, что мы посмотрим на молодого Золотухина, на молодой Ленком, на Захарова, там, на всех его артистов. Они же не свободные люди. Ну что, они похожи на каких-то рабов, как бы этих бюрократов, да, но они посвободнее многих нынешних, да, по степени вот этого умения как бы себя подать. Сказать, а тогдашняя Пугачева, извини. Да. Алла Борисовна была куда свободнее, да, нынешняя Алла Борисовна, которая раб непонятно вообще чего, черт знает чего. В этом смысле, конечно же, наша благодарность Владимиру Семеновичу Высоцкому, его образу, его поэтике, его музыке, она не прекратится никогда. А напоследок я хотел бы рассказать одну историю. Я в свое время ехал на автомобиле со своими товарищами, ехал по Красноярской трассе и неожиданно обнаружил одно селение, название я сейчас его не помню, но тогда я его угадал. Я говорю, а здесь вроде бы жил Владимир Семенович Высоцкий. Приезжал к своему другу, соответственно, соавтору текста «Черная свеча». Манчинский, да. Мне говорит, да, я говорю, да, я знаю, говорит, название, остановитесь на секунду. Мы останавливаемся, я спрашиваю в придорожном кафе, я говорю, а скажите, пожалуйста, а вот Манчинский человек тут жил? Они говорят, да, вот там где-то вот в той стороне, посмотрите этот домик. Я говорю, ну поехали. Мы начинаем по бездорожью ехать
по этому усилению. Вот, выходит какой-то мужик из дома, я выхожу из машины, это слякоть такая, я говорю: мужик, а скажи, Манчинский где жил тут у тебя с Высоцким? Он говорит: да в моем доме они жили. Я подхожу к нему, говорю: неужели? Он говорит: да, Манчинский жил здесь, потом, когда он уезжал, у него остался на крыше, на чердаке дома архив огромный. Я говорю: что архив? Он говорит: ну вот этот роман, вот «Черная свеча», рукопись там, говорит, лежит. А он говорит: Высоцкий сюда приезжал, с ним проговаривал сюжет, какие-то вещи писал, вычитывал там, да. Они созванивались, в общем, он здесь его писал. Я говорю: ну куда ты все это делал? Он говорит: ну я отдал местный союз писателей. Вот. И, то есть я возвращаюсь в это кафе, я говорю: у вас тут Высоцкий писал «Черную свечу». Говорю: ну здесь надо, ну кафе-то претензии странноватые с моей стороны, но в целом к администрации. Я говорю: да здесь надо памятник поставить, здесь дом-музей. Ну все, это трасса федеральная, там все едут мимо. Здесь Высоцкий вот в этом доме писал «Черную свечу». Меня так это, собственно, поразило. Вот несмотря на весь огромный вот этот свод текстов изучения мемуаров о Высоцком, есть на самом деле мемориальное место, куда должно быть паломничество. Я говорю: здесь, ну как бы вот в кафе поставьте какую-нибудь колонку, там, чтобы песни бросали за монетку Высоцкого, еще что-то. «Черную свечу» продавать, она здесь написана. Вот «Черная свеча», вот она в этом доме была написана. То есть в этом смысле я понял, что мы не Америка. Конечно, если бы там было в Америке место, где Элвис Пресли сочинял роман, Которого он не сочинял. которого он не сочинял, весь городок бы на это работал, а у нас вот так вот при всей этой любви к Высоцкому. Так что вот такая Вот, история. и добавлю, опять же, актуальности. Да, Высоцкий сформулировал, пожалуй, главную мысль о русском воинском духе, о русском состоянии, о русском вовлечении в войну. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие как часовые. Вот это, мне кажется, сейчас чрезвычайно важная история. Вот, понятно, что мысль не его, но сформулирована с блеском, сформулирована точно и сформулирована ровно для всех войн, которые будет вести Россия, вести Отечество. Замечательные слова по Алексея Колобродова. Я думаю, на них мы подведем итог нашей программы. Программа была не против Высоцкого, программа была за Высоцкого, программа была о том огромном русском советском контексте, в котором работал Высоцкий поэт, Высоцкий артист, Высоцкий человек. И ничего из сказанного нами нисколько не является попыткой бросить тень на пресветлую память об этом удивительном человеке. С вами был Захар Прилепин, Алексей Колобродов и Олег Демидов. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Всего вам доброго. До свидания.